Несколько месяцев назад я собирался опубликовать хронологию Тэхёна за 2016 год, которую я уже публиковал, и рассказать, как их отношения со временем стали накаляться. Однако, поскольку в хронологии не было конкретного объяснения, почему Тэхён и Чингук начали отдаляться друг от друга на камеру или почему начали распространяться слухи об их предполагаемом расставании, я решил сначала познакомить вас с этим видео, а затем показать их историю в 2016, 2017 и 2018 годах, чтобы вы могли лучше понять причины их действий в этой хронологии. С момента формализации отношений и когда диспетчер стал все больше зацикливаться на них, у Бигайк не было другого выбора, кроме как вырезать их моменты и делать вид, что они создают дистанцию между Тэхёном и Чингуком на камеру. Поэтому важно дождаться хронологии Тэхёна за 2016 год, чтобы понять, почему возникло предположение, что из-за дискомфорта Тэхён и Чингук могут состоять в романтических отношениях. Однако стоит еще раз напомнить вам, что все это всего лишь теория, которую вы долго выпрашивали. Все основано на моих убеждениях и фактах, которые показывают другую сторону, которую не все осмеливаются увидеть. Я постараюсь собрать конкретную и ясную информацию, чтобы вы могли лучше ее обсудить, потому что моя цель – не навязывать эту идею и тем более не заставлять вас верить в то, что, несмотря на множество доказательств, не обязательно является абсолютно верным. Поэтому я прошу вас внимательно выслушать и учесть следующие ключевые моменты, составляющие основу этого шипа. Эта история начинается 9 января 2016 года, когда диспетчер начал проявлять сильный интерес к Тэгуку, даже записал момент, когда Тэхён обнимает Чингука за спину, когда они идут по аэропорту. Они выглядели очень комфортно, хотя их поза была довольно неудобной для ходьбы. Возможно, близость, которую Тэхён и Чингук демонстрировали перед тем, как окончательно расстаться, побудила диспетчера искать способы связать их и сделать центром внимания. Конечно, это было началом различных трудностей, с которыми начал сталкиваться Тэгук, пытаясь сохранить близость, которую они построили. 3 месяца спустя, 12 марта 2016 года, корейский форум Pen опубликовал статью, в которой говорилось, что одно СМИ опубликовало эксклюзивный репортаж о предполагаемых однополых отношениях между двумя айдолами из одной группы. Они предоставили несколько подсказок, которые помогли пользователям сети угадать, кто эти айдолы. Среди подсказок было описание восходящей группы, которая окажет большое влияние на индустрию. В заметке также говорилось, что СМИ даже готова к потенциальному судебному иску после раскрытия информации об этой паре. Комментарии под статьей были подавляющим большинством против идеи вынуждения кого-либо выйти из шкафа, и хотя в ней не упоминалась пара как айдола-мужчины, общественность уже интерпретировала это именно так. Как ни странно, оригинальный пост был вскоре удален без какой-либо ясной причины. Не могу подтвердить, относился ли этот пост к Тэгуку, так как в то время, или даже сейчас, в индустрии развлечений могли быть и другие однополые пары. Однако описание показалось странным и идеально подходило для BTS. Если присмотреться, в статье упоминается, что эта пара была из одной группы и стала вирусной через несколько лет после дебюта. На форуме Pen также упомянули, что издание ждало этой новости несколько месяцев, в то время как сами BTS обрели известность в 2015 году, заняв 3-е место в чарте самых продаваемых альбомов Gaon. Поэтому тот факт, что на форуме утверждалось, что группа в тренде, делает ситуацию еще более подозрительной, особенно учитывая, что они описали пару как двух мужчин, которые больше не пытались скрывать свои отношения. Учитывая, что диспетчер очень внимательно следил за общением Тэгука, вполне логично, что Бигайк начал намеренно разделять их на камеру еще в 2016 году. Пример этого можно увидеть на концертном DVD «The Most Beautiful Moment in Life, Part 1». На кадрах Тэхён опирается на спину Чингука, когда тот идет вперед и рассказывает о концерте. Тэхён указывает на что-то вдалеке, все еще опираясь на спину Чингука, и Чингук естественным образом подражает его движениям. Однако затем они оба повернулись к человеку за камерой, который, казалось, просил их дистанцироваться. Их движения в этот момент ясно указывали на то, что персонал намеренно просил их держаться на расстоянии. Чингук рассеянно кивнул, в то время как Тэхён медленно отступил, создавая некоторую дистанцию. Затем Чингук снова повернулся, чтобы убедиться, что Тэхён действительно больше не прижимается к его спине.
Оба отреагировали разочарованно, как будто они поняли, что что-то изменилось. Интересно, что Диспетче не раскрыл ни одну из пар в конце 2016 года, как планировалось ранее. В заявлении, опубликованном 1 января 2017 года, Диспетче заявил, что они не хотели отвлекать общественность от политического кризиса, который происходил в то время в Корее. Они также пообещали вернуться к регулярным репортажам, как только ситуация успокоится. Однако многие сочли это оправдание прикрытием, поскольку было ясно, что Диспетче пытается заставить замолчать крупную корпорацию. Это стало еще более очевидным, поскольку Тэхён и Чингук стали все больше отдаляться друг от друга в течение года. Лишь в конце 2017 года Диспетче вновь появился на горизонте, заявив, что пара раскроется в 2018 году, а также опубликовав новый намек на китайской странице, подразумевавший, что у двух айдолов двухлетняя разница в возрасте. Хотя Тэхён и Чингук были не единственными айдолами с такой разницей в возрасте, многим это показалось все более подозрительным. Big Hit, стремясь максимально скрыть дистанцию, вместо этого лишь усилил подозрения общественности. Кульминацией этого стало 12 марта 2017 года, во время тура Wings, а именно концерта в Чили, который позже был показан в фильме Burn the Stage, вышел 15 ноября 2018 года. В фильме расставание Big Hit и Тэкука было очень очевидным. Тэхён всегда выглядел обеспокоенным здоровьем Чингука, прекрасно зная, что тот часто выкладывается на сцене и несколько раз чуть не падает в обморок во время исполнения Fire. Возможно, именно поэтому Тэхён и Чингук искали способы выразить свою привязанность и поддержку с помощью небольших жестов. Когда исполнение Fire закончилось, Тэхён на мгновение повернулся к Чингуку и показал пальцами знак «Я люблю тебя», жест, к которому Чингук затем прикоснулся, словно признавая, что видит и понимает его. Возможно, это был небольшой знак любви и заботы, понятный только им двоим. Расстояние не имело значения, потому что в глубине души он знал, что другой человек – его огонь и единственная страсть, повторяющая один и тот же куплет снова и снова. Более того, он написал эксклюзивную статью для Тикук, обсуждая оценку Тэхёном настоящего Маккуку Пульма и Чингука, сказав: «Ви влюбился в блюдо, которое приготовил Чингук из BTS, которое привлекло много внимания и вызвало зависть фанатов». Ви хвастался, что связался с ним сегодня утром и сказал, что пойдет поесть завтра, согласно собственному заявлению Диспетче. И хотя Диспетче, возможно, не делал этого намеренно, мы знаем, что они всегда были больше одержимы Тикук и их взаимодействием, каким-то образом всегда желая, чтобы мы увидели больше того, что нам показали. И хотя я все еще вижу контракт между ними, это никогда не помешает им показать нам правду, которую они скрывали. Secret start.